Приветствую вас, дорогие подписчики канала Snakes.ru. Сегодня у нас тема глобальная: разведение змей. Половозрелые змеи, ну и все нюансы с этим связанные. Сегодня с нами в кадре императорский удав морфы Хок с острова Хок. Очень интересный окрас у этих красавчиков. Он розово-серо-коричнево-разный, короче. Эту милашку я пытался в этом году уже разводить, но спаривания были, но ничем не закончилось. Почему? У разных змей половозрелость наступает в разном возрасте. Вот, допустим, возьмем самых распространенных змей, это маисовые полоза, которые заводят, там, не знаю, 5-летним детям уже. В некоторых источниках пишут, что их можно разводить уже с 1 года. Если их очень хорошо откармливать, не факт, что разведение будет хорошим, удачным, но сама возможность есть. Вот. Ну, конечно, на мой взгляд, это немножечко перегиб. Это обычно делают ради коммерции, чтобы побыстрее получить потомство, ну и так далее и тому подобное. По-хорошему, в принципе, в 2 года получается более чем прекрасное разведение. То есть и самец дозревает, и самка дозревает. Спаривание маисовых полозов. Какую вам информацию нужно знать о спаривании маисовых полозов? Да почти никакую. Их просто берете, складываете друг с другом, и они могут начинать спариваться. Ко мне однажды в гости пришла знакомая, в то время, когда у меня еще были маисовые полоза. Мы положили сначала самку, альбина, потом самца положили к ней снова. И они начали на ней спариваться. Вот, то есть это может происходить вообще в любых условиях. Чем проще змея, тем проще этот момент происходит. Что же касается ложноногих, таких как императорских удавов, ну вот как можно увидеть на моем примере, стараешься выдерживать зимовку, да, это один из важных моментов. Там перепады освещенности, температуры, в разное время года саживаешь с разными самцами, подкладываешь одновременно 2 самцов, чтобы один стимулировал, один после другого, другой после первого, и как бы не факт, что что-то получится. Не факт, что получится само спаривание. Если получилось спаривание, не факт, что оно закончится положительным результатом. Поскольку беременность у удава длится около 5-6 месяцев, может 7 месяцев, у всех по-разному сложно ее зафиксировать. Потому что когда процесс зачатия произошел, мало кто знает. Вот. И спустя время, ну, становится, конечно, видно, когда самка набирает массу, но чаще всего этого может не произойти. По крайней мере, у удавов и питонов этот процесс достаточно непростой. В этом году я добился разведения тех змей, которых пытался 5 лет разводить. И в этом году только добился в этом результата. Это радужные удавы. Ну, я думаю, собственно, многие видели видео рождения этих маленьких очаровательных коричневых червячков с удавами, с остальными и с питонами полный пролет. Вот. То есть, хотя усилий было много, но результат, как сказать, как Бог даст, не дал. У нас у большинства животных гул начинается по весне, там, да, классика, мартовские коты, а змеи-то в основном в тропиках живут, ну, многие, ну, хотя нет, разные виды есть, но у них чаще всего начинается осенью, поэтому бывает такое, что самка требует самца. У меня вот у знакомой жила крупная удавиха нормал, где-то длиной почти 3,5 метра и весом около 18-20 килограмм. Императорский удав. То есть, к слову, вот эта красавица где-то килограмма 3,5, наверное, длина, ну где-то 170, наверное, да, плюс-минус. А там 3,5 метра и 20 килограмм. Она просто разносила террариум. Вот она, вот все щели она пыталась, все, что можно сломать, все, что можно вывернуть, стекла выдавливала. Вот так она требовала самца. Зачастую самцы могут вести себя таким образом, требуя самок. То есть это индивидуально у каждой особи. Но важный момент, очень, кстати, важный момент, у морфных змей, и чем более они заморфленные, тем чаще это проявляется, очень слабо выражен гул. По крайней мере, я это вижу на примере моих змей. То есть порой даже сложно это заметить. Вот у нормалов ярко проявляется, у альбиносов очень слабо. Но это индивидуально. Зимовка змеи.
что это такое, с чем ее едят. В природе, когда происходит смена времен года, для всех животных, абсолютно для всех, это идет определенный этап. То есть они понимают, что когда холод сменяется теплом, что значит пора выползать из своих нор и готовиться к спариванию. У змей абсолютно та же самая история. Когда после зимы идет потепление, вы в новостях можете прекрасно это наблюдать, когда огромное количество змей выползает, и все начинают бояться, что начинается конец света. Потому что у них наступает сезон, они понимают, что потеплело, будет появляться еда, и можно готовиться, собственно, к разведению. Из чего состоит зимовка? Момент первый. В квартире у нас, как правило, более-менее стандартная температура, ну, плюс-минус 25. Это является в террариумах холодном углу, как правило. Если мы говорим, допустим, про удавов, про питонов, допустим. И 30 градусов в теплом углу. 30-31, у всех по-разному. Что мы делаем? Мы отключаем полностью обогрев. Сначала, допустим, на 2 недели. Потом понижаем температуру переносом змеи в условиях, где... Ну, то есть, скажем так, если у нас в квартире стандартные 25 идут, то нужно подумать, где мы можем понижать ее. То есть мы можем пересадить змею в контейнер и, допустим, с теплого террариума снять ее, допустим, поставить на пол. На полу, как правило, вы понимаете, что на полу температура ниже, чем, допустим, наверху. Она стоит, допустим, еще 2 недели, понижение температуры должно быть постепенное. Она стоит еще, допустим, 2 недели на полу, мы можем потом пододвигать поближе к окну, но очень важный момент, не должно быть сквозняков. Если произойдет резкий перепад температуры, змея просто может заболеть, и потом, соответственно, вы будете очень долго мучиться ее лечить. А лечить в зиму не так себе удовольствие. И потом, соответственно, скорее всего, эта змея не пойдет в разведение, по крайней мере, в этот год. Вот. Мы постепенно понижаем температуру. Кто-то для этого приобретает специальные инкубаторы, в которых можно понижать температуру. Кто-то кладет в холодильнике, ну то есть нужно понижение температуры, но вот с удавами питонами очень аккуратно, нужно очень бережно, с 25 понизить ее до 21, до 20 градусов, с маисовыми полозами сужеобразными до 18, кто-то до 16, то есть эти пределы в разных источниках показываются по-разному, но это все должно происходить очень постепенно, и потом в этих условиях, ну, самое важное, чтобы там было сухо, да, чтобы никакой влажности не было. В этих условиях змея находится, опять же, разные виды по-разному, усредненно, допустим, около месяца. Потом, также постепенно, как мы погружали змею в зимовку, мы также постепенно ее выводим. То есть мы сначала повышаем температуру, допустим, на пару градусов, спустя 2 недели, допустим, еще повышаем на 2-3 градуса, соответственно, мы оставляем змею в... Ну, там также, допустим, мы можем ее оставлять на полу. То есть она понимает, что становится теплее, постепенно теплее, теплее. Потом мы ее снова кладем в террариум, потом мы включаем обогрев. И спустя определенное время мы можем уже подсаживать самца и смотреть на поведение. Не стоит, кстати, оставлять самца на постоянку, потому что ну, вот разные, капризные, по-разному. Он думает, вот стоит змея постоянно, вот он думает, ну все, самец есть, напрягаться не нужно. Нужно его убрать. И самец также понимает, что его убрали, что у него возможности может потом не быть. Поэтому это порой тоже способствует стимуляции. Ну и мы стараемся получить наш результат. И можно даже этот процесс попробовать снять на видео. Может быть, даже мы это и попробуем сделать.